Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у меня очень интересная, красивая работа. Прям мне очень понравились листики. Нашла эту схему, нашла эту работу на ресурсе «Страна мам». Замечательная вязальщица показывает свою работу и как она придумала, представляете, придумала вот такой узор. Замечательный, красивый. А я просто показала, как это можно вязать в видео, потому что не все умеют читать схемы, не все делают расчеты, а я сделала один расчет. Вот на такую хорошую горловину, подойдет на любой размер, особенно на большой, потому что горловина не маленькая. Вот. И получается очень красиво. Раппорт узора 4 колечка. Я набирала 4 колечка. Вот он у нас узор идет. Узор листочек. Раз, два, три между. Вот всего лишь раппорт 4 колечка. Предлагаю посмотреть и связать такую красоту. У нас с вами кокеточка уже готова. Теперь от одного маркера до второго, вот до этого момента можно поставить маркер еще на уголочек. Наша задача связать росток в размере одного узорчика, да, для того, чтобы посадка кофточки была удобна. Вот я закончила вязание в круговую, перехожу в самый центр нашего реглана. Реглан я больше вязать не буду. Я вяжу просто 3 столбика, вернее 3 воздушные петли и еще 2 столбика, всего 3. Все, реглан я на этом заканчиваю вязать. Воздушную петельку. Теперь наша задача провязать по узорчику туда и обратно. Единственное, что, может быть, вы сейчас скажете, как мы будем вязать рельефные столбики на изнаночной стороне. Они вяжутся абсолютно просто. Я вам это сейчас покажу. Пока мы вяжем наш узор в одну сторону, как это делать, мы знаем. Вот у нас рельефные столбики. У нас они распределены на узор. Как вязать листики, все знают. Рельефные столбики, воздушная петля и так далее. То есть одну сторону, так как вязать, мы знаем. В обратную сейчас покажу. Один рядочек я связала до маркера. 3 столбика мы с вами договорились связать. 2 воздушные петли подъема делаю, поворачиваю на обратную сторону. Также столбики с одним накидом вяжем. Делаем воздушную петельку. Галочки, они вяжутся так, как есть, без изменений. Как вязать наши рельефные столбики на изнаночной стороне? Очень просто. Воздушную петельку делаем. Наша задача провязать 3 вместе по узору, помните, да? Мы просто-напросто вяжем их изнаночными рельефными. 1, 2, 3. Провязываем. Помните, да, узорчик? Вместе. Воздушная петля. 3 просто мы провязываем по центру. Рельефные столбики ничем, никак не поменяют своего узора. Все будет так же красиво. Просто с изнаночной стороны воздушная петля. Росток вяжется 3-4 рядочка. Потом мы будем с вами все объединять. Вот я провязала, воздушную петельку сделала. И что у нас получается? Вот точно так же, такой же наш узорчик, такой же листочек, как любой другой, который мы вязали. Он ничем не отличается. Абсолютно. То есть спокойно вяжем туда и обратно весь наш узор. Несколько рядочков. Потом будем объединять. Но, конечно, сколько рядочков вязать, чтобы при объединении с передом узор совпал. А то иначе как мы будем объединять? То есть мы вот точно до этого момента провязываем несколько рядочков, чтобы потом уже объединить с передом. Пока отдельно туда и обратно, от маркера до маркера. Провязала 4 ряда от маркера. То есть
раппорт узорчика, который у меня был, чтобы мы, когда я буду все соединять, точно в том же узоре соединяем. Это у меня спинка и вот перед, да? Только на 4 ряда спинка длиннее. Теперь нам нужно соединить один край и второй. Я подрезы добавлять не буду, потому что объем мне совсем не нужен. Просто-напросто вот так вот в самый центр реглана объединю. Все. Вот. Пройма достаточно хорошая. Я ее вязать не буду. Вяжем по кругу таким же образом, как мы и вязали. У меня тут образовалось 3 столбика с одной стороны, 3 с другой. Я просто-напросто провяжу галочку в этом месте. И галочку здесь. Все. Все остальное мы с вами знаем. Вяжем по кругу, объединяем. Пока что, да, я еще со спинкой вяжу. Спинку я буду вязать, вязать, вязать. Довязываю до конца. Присоединяюсь, где у меня вот, реглан переда. Присоединяюсь и вяжу дальше. Теперь у нас вязание по кругу. А как вязать по кругу мы знаем. Узор мы уже выучили. Провязала спиночку. Вот у меня маркер, росток. Соединяю спинку. Провязала столбик, воздушная петля, столбик. И там, где у нас линия реглана, провязываю столбик, воздушная петля, столбик. Вот мое объединение. Опять вяжем, 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 вяжем. Все по кругу. Довязываем до самого конца ряда или самое начало, с которого мы начинали вязать. Вот у нас линия реглана. Провязываем сюда столбик с накидом, воздушную петлю и соединяем с нашим самым первым столбиком. Вот. Все, объединили. Дальше в галочку соединительный столбик и провязываем галочку. Я хочу через пару-тройку рядов галочки сократить. Один рядочек, 2 свяжу, потом буду сокращать по центру от проймы, потому что у меня слишком большой объем, он мне не нужен. С соединительным столбиком переходим на новый ряд. 3 воздушные петли, это столбик, и еще одна воздушная петля для галочки. И дальше вяжем по кругу на ту длину, которая нам необходима. Обычно от проймы 40 сантиметров у меня, у вас может быть больше, меньше. Если объем большой, то вот эти галочки наши можно со временем сократить, провязывая по линии проймы по 2 галочки вместе. Вместо 2 провязывать 1. Это несложно. Например, да? Вот у меня 2 галочки. Я еще не дошла до проймы, но если нам нужно сократить 2 галочки, мы вяжем один столбик в одну галочку, другой столбик в другую. Все, соединили. А потом вместе, вот в этом месте, вяжем просто одну галочку. Это для того, чтобы сократить объем под грудью. На грудь убавлять не будем, а под грудью можно галочки сократить. И вяжем по кругу на необходимую длину. Что хотела еще сказать. Вот у меня пройма. Как я проговаривала в прошлом ряду, смотрите, я связала там, где у меня была галочка столбик, воздушная петля, и в следующей галочке столбик. Вот. Я сокращаю, я из 2 галочек провязываю одну. Вот я до этого узорчика дошла и провязываю вместо 2 галочек одну на пройме. Это у нас не будет видно на боку. Под рукавчиком видно не будет. И таким образом можно сократить все наши галочки или столько, сколько вам необходимо. В итоге получается вот такая кофточка. Хороший вырез.
связали кокетку, росток и вяжем на ту высоту кофточки, которая вам нужна нашим узорчиком, который мы с вами уже хорошо разобрали. Вот такие красивые листочки, они как бы и объемные, и в то же время очень интересно, красиво смотрятся. Теперь, что касается рукава. Не бойтесь вязать рукав, ничего страшного нет. Во-первых, у нас уже есть узор, вот он. Мы его просто-напросто продолжаем. В том месте, где у нас был росток, вот в этом только месте у нас узорчика нет. Но нам нужно его придумать, да? То есть я поставила маркеры в тех местах, в которых у меня будет листочек, а между листочками я буду вязать вот просто-напросто такие наши галочки. Вот это самое главное место. Больше узорчика вы знаете, что делать. У нас есть узор, галочки, и все. Нужно просто распределить, как вы будете вязать наш основной узор. И не бойтесь это делать, потому что мы уже узор начали вязать, он у нас уже по факту есть. Нам нужно только продолжить, и тот кусочек, в котором нет узора, нам нужно его, так сказать, придумать, чтобы он у нас был. Вот у нас 3 галочки. 3 галочки. Я привязываю ниточку. 1, 2, 3, 4 воздушные петельки и 4. Это у меня будет вот такой домик. Вот смотрите. Вот узор у нас получается. Я должна связать сюда столбик с накидом, воздушную петлю, столбик с накидом. Потом галочки, веерочек, галочки и вот то, что я сейчас сделала. Воздушную петельку. Теперь там, где у нас еще пока ничего нет, мы свяжем 3 галочки. Столбик, воздушная петля, столбик. Примерно на одинаковом расстоянии мы с вами придумываем узорчик. Вот. И еще 3 столбика. Там, где у меня стоит второй маркер, по узору я вяжу опять веерок. Воздушная петля и воздушная петля. То есть это начало у меня веера будет. Потом опять веерочки я уже, смотрите, я уже перешла на узор. Вот уже галочки, продолжение узора, листочка, галочки, продолжение узора. Вот, то есть наша задача, тот фрагмент, который у нас не задействован, его нужно задействовать и распределить. Маркерами очень удобно помечать, где вы будете вязать веерочек. Они у нас идут в шахматном порядке, то есть вот это самый основной момент. Наметить и провязать. Если узора нет, такое, да, бывает, что кокетка закончилась, а вы хотите просто столбиками, допустим, то вы набираете по краю ряд столбиков и можно просто вязать столбики с одним накидом. Это тоже как узор. Не всегда прям нужно именно листочки вязать. И вот я связала рукавчик. Вот он у меня. Я всегда вяжу рукав 3/4. И он достаточно хорошо, симпатично вписался. Вот он у нас как от кокетки шел. Я его просто продолжила. И все. И он у меня красиво получается. Еще один момент вязания рукава. Вернее, пройма. У меня пройма была широковата. И вот столбики и столбики, да? Это еще кофточка у меня. И я показывала, как я начала сокращать. 2 столбика провязывала вместе. И в итоге я свела все свои галочки вот, к узорчику. И просто уже чередовала листочки. Это что касается самой кофточки. А рукав набираем по пройме. Недостающие тоже набираем, делаем узор. И вяжем на ту длину, которая вам нравится. И получаем кофточку. Второй рядочек я провязала еще. Вот у меня получилось там, где мы вязали такую вот галочку большую. 9 столбиков. Дальше у меня идут в шахматном порядке, да, идет узорчик. То есть мы провязали сам листочек и начало листочка. Вот. И получилось, что там, где пройма, у меня 2 одинаковых мотивчика. Но пусть это вас не смущает. Почему? Потому что если у вас будет рукав больше, у вас еще по центру какой-то узорчик получится между галочками. У меня узор, вот у меня рукав не такой большой. И самая главная отправная точка, это чтобы весь узор
Вот как он есть, он у нас идет. А под проймой мы с вами, под проймой только лишь пару узорчиков присоединили. То есть здесь узор у нас есть, как вот у нас в шахматном порядке: листочек, галочки, начало нового узора. И с другой стороны мы смотрим листочек, галочки и другой узорчик. А то, что они между собой по пройме вместе и не в шахматном порядке, пусть вас это не смущает. Это как если бы мы вязали ровное полотно, в начале один узорчик и в конце точно такой же узорчик. А сам рукав, он все красиво будет смотреться. То есть вот это в моем рукаве. У вас может быть другая ситуация, если у вас будет другое расстояние. Вот. И уже у вас тогда будет, может быть, больше галочек. У меня только 2 получилось. Может, будет 3 галочки и еще один узорчик вместе. Тогда уже в шахматном порядке поставить. Вот это вот самое главное, чтобы весь основной узор у нас уже есть, мы его вяжем. И только то, что нам не довязано, мы довязываем. И все. Вставляем как бы недостающий узорчик. А так, по факту, узор как у нас идет рукава, так мы его вяжем. Мы здесь ничего не меняем. Только по пройме. Привязала небольшой рукавчик. Достаточно симпатичный. Если хлопок, да, допустим, то вот такую летнюю футболочку, кофточку с коротким рукавом. Рукавчики у нас такие же красивые, листики у нас вывязаны. Вот можно связать. Если хотите что-то потеплее, тогда вяжем рукавчик подлиннее. Идея та же, схема та же. Просто-напросто набираем по пройме, вяжем, как наша пройма идет. Также мы узоры весь и вяжем. Тут ничего придумывать не надо. Подвязываем ниточку и продолжаем узор. И только в пройме, там, где у нас не было узоров, мы набираем пару новых узоров, сочетая их вместе с теми, которые у нас уже есть. И вяжем длинный рукавчик. Вязание рукава я заканчиваю вот на таком рядочке, где мы начинаем самый новый набор петель, 7 столбиков. И вот на этом оптимально, я считаю, мне кажется, один у нас листик заканчивается и самый первый набор. И красиво смотрится. Точно так же я закончила всю кофточку, не стала обвязывать, потому что узор достаточно симпатичный, и он уже идет как сама обвязка. Вот. Горловину я в этот раз не обвязывала, она смотрится, знаете, круглая, большеватая для меня с одной стороны, а с другой стороны она смотрится достаточно симпатичная, кругленькая и красивая. Вот наш набор, колечки, да, есть. Если нужно, если необходимо сократить, просто-напросто вот за эти колечки также подвязываем ниточку и провязать можно полустолбиками 1-2 рядочка вверх, сокращая. Каким образом? Провязывая колечко, по идее бы надо 3, а мы провязываем 2 полустолбика, пропускаем 2 полустолбика, здесь пропуск 2 полустолбика, и за счет этого мы уже хорошо сократим. Поэтому, если нужно связать горловину, уменьшить, просто-напросто набираем со стороны спинки, подвязываем ниточку и провязываем полустолбиками 2-3 рядочка. Так что такая вот кофточка связалась. Интересная, смотрится интересно. Повторяю, что узор я взяла, увидела в стране мам. Да? Есть такой ресурс. Замечательная рукодельница сама придумала, выложила такой узор. И мне он очень-очень понравился, за что огромная благодарность, что люди сами умеют рисовать схемы. Я не умею рисовать схемы, но мне очень она понравилась, и я решила ее воплотить, показать вам, как можно связать такую красоту. Предлагаю связать. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Расход на 46 размер, если с рукавами 300 грамм, если с рукавами, если без, то 200 грамм вполне хватает. Узор много пряжи не берет, смотрится очень интересно, здорово, красиво. Надеюсь, вам тоже идея понравилась. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надеюсь, будем вязать вместе. Впереди очень много интересного. До новых встреч!